Друзья, приветствую вас. Это утренний обзор. Сегодня 8 января. Масса событий произошла, масса новостей. Давайте рассмотрим, какие на сегодня предполагаются движения по доллару, рублю, нефти, золоту, серебру и другим интересным ключевым активам. Как на этом возможно заработать. Ну и вы, наверное, заметили, что у меня несколько дней не было. Я не мог выпускать передачи, потому что мой канал находился опять под DDoS-атакой. Если вы внимательно отслеживаете ситуацию, наверняка вы заметили, что как только возникают какие-то события и движения на рынке, мой канал очень часто выпадает. Это связано с тем, что в эти промежутки времени меня начинают дедосить. Ни для кого не секрет, что на рынке есть определенные персонажи, группа людей, которые наплодили бытоводские каналы. Поскольку я ориентирован только на своих подписчиков, на предоставление качественной аналитики, информации, которая, я надеюсь, для вас важна и полезна, то если люди смотрят меня, они уже не смотрят вот эти всякие бытоводские каналы. Вот. И для того, чтобы я не мешал, меня, когда начинается на рынке движняк, меня просто дедосят, чтобы я не выходил и не предоставлял вам ту аналитику, которую я считаю, я надеюсь, она для вас важна, полезна и позволяет зарабатывать деньги на рынке. Итак, давайте посмотрим, что же у нас такое происходит. Ну, Трамп поднял мятеж, по сути это есть мятеж в чистом виде. Я думаю, что последствия для него будут крайне неблагоприятные в части преследования за данное мероприятие, а также за, собственно говоря, все те дела, ради которых, я так полагаю, он произвел это действие. Помимо этого, такой шаг, с моей точки зрения, для него был весьма неосмотрителен, потому как его дочь собиралась сделать политическую карьеру. Теперь вот, имея такую репутацию, которая покусилась на демократические основы Соединенных Штатов, я не уверен, что его дочери получится успешно развивать свою политическую карьеру, потому что за ней будет тянуться вот этот шлейф, который он создал напоследок. Сейчас идут бурные дебаты относительно того, ему предъявить импичмент и в соответствии с 25-й поправкой Конституции США его убрать. Ну, поскольку с его стороны были допущены действия, которые являются недопустимыми, и, соответственно, исходя из 25-й поправки, ему может быть объявлен импичмент, он может быть отстранен. Я не думаю, что это играет какую-то большую роль. Будет импичмент, не будет импичмент. 20 января инаугурация Байдена. Байден будет инаугурирован. Смысла в импичменте особом сейчас я не вижу. То есть, ну, конечно, его могут объявить, но, исходя из текущих условий, Трамп, скорее всего, будет тише воды, ниже травы. На примере Трампа мы посмотрели с вами, как лидер, который недобросовестен, который цепляется любой ценой за власть, что вообще, какие действия он может предпринимать, когда любой ценой хочет удержать власть и остаться у кормушки, и к чему это приводит. Ну, на самом деле, в Америке это, я считаю, очень мягкий вариант, потому что там все-таки есть определенное развитие, определенное понимание у людей, поэтому вот эти события, которые они были, я так понимаю, с использованием ожиданий людей искусственно нагнетены, они не получили развития. Это в силу устройства американского общества и системы сдержек и противовесов, которые там есть. Независимо от того, будет или не будет импичмент Трампу, я думаю, последствия для него будут очень тяжелые. Я полагаю, будет преследование, разбор детальной его деятельности как президента и что с его активами происходило в течение его президентства, то есть какие там движения, денежный стресс и так далее было. Я так думаю, этот вопрос будет детально исследован. И, скорее всего, Трамп подвергнется, помимо остракизма, уголовному преследованию. Но это вот мое субъективное. Посмотрим, как это будет реализовано. В текущей ситуации, я думаю, это не столь существенно для рынков, как именно те экономические процессы, которые сейчас происходят. А сейчас давайте посмотрим позиции на ММВБ и потом перейдем к графикам. Итак, по РТС
по РТС у нас ожидания со стороны юридических лиц на рост, что сегодня будет рост. Ну, возможно, какое-то движение наверх состоится, но с моей точки зрения оно пока под вопросом. Так, Сбербанк, здесь ставка на продолжение роста, уверенная причем. Газпром, здесь также ставка на продолжение роста. Так, далее Норильский никель, здесь наоборот, здесь ожидание коррекционного отката. Так, далее рубль-доллар США. Здесь сделали ставку на то, что рубль будет укрепляться. Ставка не очень большая, и с моей точки зрения здесь какое-то движение на укрепление рубля возможно. Но я пока вижу, что будет либо боковик, либо ослабление рубля к доллару. Так, далее евро-доллар. Евро-доллар, здесь ставку сделали на боковик. Евро-рубль. Здесь ставка на то, что рубль к евро будет укрепляться. Опять же, вот данная диспозиция, она вполне и даже очень часто отрабатывается путем какого-то краткосрочного движения, и потом все развивается так, как должно развиваться. Так, далее нефть. По нефти ожидание роста. Серебро. По серебру ставка на то, что серебро будет проседать. Ну, драгметаллы сегодня, я так полагаю, будут проседать. Сейчас мы посмотрим, какие здесь уровни будут. Золото, здесь ставка на снижение золота. Итак, то, что касается американского фондового рынка. Вот это SFD на фьючерс, S&P 500, то есть здесь рост каждый день, практически каждый день берутся новые высоты. Так, ну что касается ВИКСа, по ВИКСу идет движение вниз, то есть риск он. Пока по ВИКСу торги не начались, это вчерашняя свеча дневная. Так, давайте посмотрим, что теперь у нас по Китаю. Так, друзья, вот китайский график, дневной таймфрейм, разворотная формация, которая указывает на то, что здесь вполне мы можем получить серьезный коррекционный откат, ну как минимум на 5000. Если смотреть месячный график, здесь двойная вершина, и поэтому в ближайшие дни, я думаю, ситуация будет разрешаться. Либо мы получаем продолжение роста, ну здесь уже наметился либо боковик, консолидация в диапазоне 5350-5561, вот, и пробитие нижней границы, оно наиболее вероятно приведет, что мы отработаем двойную вершину, по крайней мере сходим на 5000, а далее посмотрим, как будут развиваться события. Если движение вот это вниз не реализуется, то здесь мы получаем консолидацию и, возможно, мы увидим дальнейший рост. Так, друзья, далее индекс доллара. Немножко он у нас забуксовал. Как-то вот не хочет он 88,5 пробить и пойти ниже. Вот, поэтому здесь у нас остается ситуация неразрешенная. Это недельный график. По сути, то, что он не идет сейчас ниже, это не очень позитивно для евро. И указывает на то, что все-таки коррекционный отскок как минимум может отсюда быть на 91,5. А дальше посмотрим, как будут развиваться события. Но вот если на дневной таймфрейм переходить, у нас здесь формируется коррекционный отскок. Цель этого отскока – тестирование 91,5. Вот этот вот отскок не срабатывает, если сейчас идет движение вниз и пробивается 89,1. В этой ситуации пойдет тестирование двойной вершины 88,5, а дальше посмотрим, как ситуация будет развиваться. Пока на текущий момент вполне возможно и наиболее вероятно, с моей точки зрения, это коррекционный отскок. Так, ну и вот индекс морского фрахта Baltic Dry. Здесь вообще никакой негативной динамики нет, идет планомерный рост. Вот. Это достаточно позитивный момент, потому что обычно вот эти месяцы, они, ну скажем так, они флегматизированы или они провальные. То есть то, что в январе идет рост Baltic Dry, это, конечно, указывает на позитивные моменты в мировой экономике, на то, что ситуация, она может вполне как бы в позитивном ключе развиваться. Так, друзья, давайте перейдем к делам нашим насущным. Нефть, Brent, дневной график. Здесь у нас идет поджатие, сейчас уровень 55, но здесь высока вероятность того, что поскольку было пробито 52,5, следующая цель движения это 56-57. Часовик указывает на то, что весьма вероятно мы сегодня будем тестить 54,9, и по факту пробития
54,9. Отсюда цель движения находится на 56,5-57. Если сейчас не будет пробития 54,9, отсюда пойдет коррекционный откат. Цель этого отката движение на 53,5. Вот сюда, на это значение. В случае, если будет пробой 53,5, то в этой ситуации пойдет тестирование 52,9, 52,8. И в случае пробития этого уровня мы отсюда наиболее вероятно сходим сначала на 51,75 и будем тестировать на прочность 51,5. Пока на сегодня, я думаю, наиболее вероятно, сейчас вот будет тестирование 54,9, либо пробой, либо если не будет пробой, движение на 56, то мы, скорее всего, сегодня будем тогда отскакивать и торговаться в диапазоне 53,8, 54,8. Вот это вот $1 по нефти, он будет на сегодня ключевым. Так, друзья, далее золото. Золото сегодня по ожиданиям юрлиц проседает. Сейчас вот 10.04 наша площадка открылась. Соответственно, на текущий момент, вот в ближайшее время по золоту решится вопрос, будет или не будет пробитие диапазона 1906-1900. Если пробитие этого диапазона не происходит, то по золоту мы отскакиваем, и цель движения сегодня будет 1921-1926. Если диапазон 1906-1900 падет под ударами неистовых медведей, то мы отсюда проваливаемся, и цель движения по золоту будет тестирование 1891. Так, друзья, далее серебро. По серебру у нас на 28,1 вот здесь такая страшная свечка на дневном таймфрейме нарисовалась. Но обращаю ваше внимание, пока 26,2 не пало, все это не более чем коррекционный откат, который в любой момент может привести к отскоку и движению на 29. Так, ну и вот мы сейчас 4-часовик не будем смотреть, там я ничего интересного не наблюдаю сейчас. Сразу часовик возьмем. Вот смотрите, если рассматривать серебро внутри дня, вот у нас 26,9 сейчас локальное сопротивление сильное. Если мы его в результате отката не пробиваем, то у нас на сегодня по серебру цель движения находится на 27,3. Вот сюда вот. Если сейчас будет откат, но вот это значение не пойдет, то скорее всего отсюда пойдет движение на 27,3, либо оно прямо пойдет вот сейчас из текущей формации. Вот. Если все-таки идет откат и пробитие 26,9, то здесь мы уже полетим тестить 26,3, 26,2. Так, друзья, далее евро-доллар. Месячный таймфрейм беру. Смотрите, вот у нас цель, которая была в районе 1,23, она отработана. Вопрос в закреплении в течение ближайших недель выше уровня 1,21. Но это совсем краевой рубеж, который, если будет пробит, то вот эта задача, она выполнена, и отсюда начинает происходить откат. Цель движения первая 1,1654, вот сюда вот. Исходя из недельного таймфрейма в евро-долларе, здесь вот намечается разворот, но этот разворот, если не будет реализован, превращается в донабор позиций и дальнейший рост. Какой критерий того, что здесь не будет разворота и движения вниз? На недельном таймфрейме это пробитие 1,21, то же самое, что и на месячном. Есть более высокая цель 1,22, но вот исходя из старших таймфреймов, самый критичный уровень это 1,21. Так, но по дневке мы развернулись, но опять же по дневке здесь вот у нас плита 1,21. Вот она, если удерживается, то все вот это движение это не более чем проторговка, которая ведет к росту. Если рассматривать более короткие временные промежутки, там сегодня, в понедельник, то у нас на текущий момент есть важная цель. Давайте мы ее на меньших таймфреймах посмотрим. Так, вот 4-часовик. Но вот по 4-часовику у нас вопрос в удержании 1,22,3. Вот 1,22,3, если здесь у нас сегодня мы не получаем пробой этого значения, то вот это все движение, которое сейчас идет в поджатом диапазоне 1,2276, 1,2250, оно выстреливает, и отсюда будет
движение, цель которого потестить 1,2340. Вот здесь очень важно, если будет пробой вот этого диапазона, то отсюда сразу идет движение на цели выше 1,24. И тогда, да, тогда идет полномасштабный рискон, все подряд будут сметать, и голубая волна, которая намечается, она себя оправдает. На текущий момент евро-доллар, он находится вот в этом боковике, то есть у нас здесь консолидация 1,2244, 1,22,8. Сейчас, я думаю, ничего делать не нужно по этой паре, нужно посмотреть, вот как будет пробито, не пробито 1,2242, 1,2244, либо будет пробит, не пробит вот это верхний диапазончик в районе 1,2280. Вот. Здесь сейчас, если рост доходит и будет снижение объема, тогда мы увидим отбой и консолидацию в этом диапазоне. Если движение вниз и не получается пробой 1,2242, мы здесь получим тогда маленький набор позиций. Так, друзья, далее рубль-доллар USD Tomorrow дневной таймфрейм. Смотрите, вот у нас сейчас идет борьба за уровень 74.1. Вот если мы здесь сегодня закрепляемся, закрываемся выше этого значения, то наиболее вероятно, что завтра мы получаем дальнейшее движение наверх по укреплению доллара в район 75, потом 75,3. Если такого не происходит, то мы проваливаемся и уходим консолидироваться в диапазоне 73,6, 74,1. Сейчас вот первый час торгов, здесь драма целая развивается. Вот пойдет, если сейчас пробой 74,3, то мы увидим отсюда движение, цель которого будет 74,9, 75. Если сейчас пробоя вот этого уровня не будет, то мы наиболее вероятно отсюда откатимся, и цель движения будет заход на 73,8. И в случае, если не будет пробито 73,8, 73,83, то в этой ситуации после консолидации в районе этого значения будет отскок, целью повторное тестирование пробой 74,3. Если здесь будет пробитие 73,8, то мы отсюда пойдем тестировать 73,65, вот этот узенький диапазончик, который здесь сформирован. Так, друзья, далее евро-рубль, дневной таймфрейм. Евро-рубль зажат в тисках между 91 и 1 и, соответственно, 90,75. Пробой на объеме в любую сторону приведет к движению в том направлении, куда будет пробой. Вот локально сейчас здесь цель движения это 90,5. Вот мы, скорее всего, эту цель отработаем, а дальше посмотрим, как будут развиваться события. Если вот это движение приведет к дальнейшему пробою 90,3, то в этой ситуации укрепление рубля уйдет на 89,76. Так, друзья, ну и вот часовой таймфрейм, евро-рубль. Что здесь примечательно? Ну вот видите, мы в консолидационном диапазоне находимся. Здесь в таких случаях ситуация, как правило, всегда стандартная. Если отсюда идет движение, цель которого пробой вот этого верхнего значения 91.05, 91.1, то в этой ситуации развивается выход наверх. Здесь цель движения выхода наверх 91,9 по часовому таймфрейму. Если сейчас вот это движение закрепляется внизу, 90,65 добивает значение, то мы отсюда начинаем проседать, и цель движения будет 90 и потом 89,8. Вот сюда вот этот диапазон. Чем дольше мы вот здесь торгуемся, находимся в этом диапазоне, тем больше вероятность того, что отсюда пойдет движение именно наверх, а не вниз. То есть вот здесь текущая ситуация указывает на то, что если в ближайшее время не будет пробоя и движения вниз, то эта конструкция, она так или иначе приведет к пробою верхней границы и уходу наверх. Так, друзья, далее Сбербанк, очень интересная картина. Вот если он закрепляется выше 277, то сегодня, либо в понедельник мы увидим отработку цели 282 с высокой степенью вероятности. Если же сейчас будет коррекционный откат и пойдет пробитие уровня 273,5, то в этой ситуации мы застреваем по нему в диапазоне 271,5
276,5 и будем торговаться в этом диапазоне. То есть сейчас критично закрепиться выше 277, если такое происходит, развивается движение наверх. Если такого не происходит, будем болтаться в консолидации, вот в этой волшебной. Так, ну вот Норильский никель улетел в космос. Возможно, это как-то связано с деятельностью Илона Маска, тут уж не угадаешь. Вот, но нужно за ним, если лонги есть, я думаю, я бы их придержал во всяком случае. В текущей ситуации заходить, в принципе, возможно со стопом 250-500. Но я бы этого делать не стал, я бы подождал, как будут развиваться события. Потому что здесь также возможен вполне коррекционный откат. И цель этого отката 24 800 или 24 500. Так, друзья, ну по Газпрому вообще отлично. Несмотря на все сложности и препоны, у него цель 226-230. Я думаю, сегодня эту цель сделаем. Критерий того, что мы сегодня и в ближайшее время эту цель не сделаем, это коррекционный откат с пробитием 217-216. Вот. Но пока все указывает на то, что весьма вероятно мы продолжим движение и отработку 226-230. Если будет пробой 217-216 и короткое движение, которое не пробьет 213, то наиболее вероятно оно будет выкуплено и пойдет дальнейший рост. Друзья, все ключевые активы. Спасибо за внимание.